Всем привет! Мы московское отделение евразийского фан-клуба Димаша Кудайбергена Moscow Dears. Сегодня мы поговорим об одной из песен, которую написал Димаш, «Умытылмас кын». Текст песни написал Арал Байсингер. Песня «Умытылмас кын» о встрече, о том моменте, когда вы встретили свою любовь. Текст песни построен необычно. С одной стороны, это песня воспоминания, потому что все уже случилось. Но в тот момент, когда Димаш поет, и тот момент, который он вспоминает, это именно момент встречи, когда любовь вся еще впереди. Он обещает своей любимой дать все, что только он сможет, если она будет принадлежать ему. То есть это очень такой необычный временной оборот, момент, зафиксированный в песне, воспоминания о еще не случившейся любви. И исполняется она на многих площадках. Мы ее слышали и в Лондоне, и в Москве, ну и, естественно, в Астане, Нур-Султан. Большинство из нас, Dears, эту песню впервые услышали в рамках телевизионного шоу «Сингер» в 2017 году. Давайте вспомним, как это было. Bir көргеннен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай татты сөзіңе. Итак, это было выступление в рамках 10-го тура Сингера. Чем примечательно это выступление? Ну, во-первых, по правилам конкурса до 10-го тура все исполнители делали каверы. То есть это была перепевка чужих песен. По правилам конкурса именно в этом туре все исполнители должны были петь авторские песни. Димаш для этого тура выбрал «Умытылмас кын». Еще один важный момент. Это было первое выступление после 8-го тура для Димаша, в котором он болел. Мы знаем, как тяжело далось ему выступление с песней «Рассвет». И в этот раз все вышло как нельзя лучше. Он выздоровел, его голос звучал легко, чисто, высоко. Все, конечно же, вздохнули с облегчением. Кстати, примечательный факт, то, что он исполнил эту песню на 2 языках, казахском и китайском. А сейчас мы посмотрим с вами отрывок из церемонии, китайской церемонии награждения Asian Golden Melody Awards, где Димаш получил премию «Лучший зарубежный исполнитель». Жүрек ешкім жүргіз алмас өмірін, сөндір алмас сезімімнің жалынын. Бақыттымын бұл әлемде сенеге, тағдырыма тарту етсе тәңірім. Шіркін ұмытылмас күн. Together. Домамыға шыннан ондай күн. Также Димаш исполнил эту песню на казахском, на китайском языке. В этой версии, В этой версии. И невероятно красивые были декорации и костюм. Понравилось вам? И прическа. И прическа. Ну, все было очень гармонично, красиво, так изысканно, тонко, да, на высшем уровне. Максимально Как Димаш умеет. торжественно. И торжественно, да, классная была церемония. Согласна. И посмотрев такое выступление, понимаешь, заслуженно, вот действительно заслуженно. Заслужил, бери, на Да. тебе. Кто, как не ставь. Димаш, может получить статуэтку. А следующее выступление, которое мы посмотрим,
Это выступление в Казахстане, в городе Алматы. В 2017 году был такой фестиваль ГАКУ, где Димаш исполнял песню, о которой мы сегодня с вами говорим. И это выступление очень знаковое, а вы сейчас поймете, почему оно знаковое, показала мне его Алина. Спасибо тебе, Алина. Ну а сейчас вы знаете, почему оно является таким вот важным, наверное, моментом в жизни Димаша и Диарс. Сейчас сами услышали и увидели, как Димаш смог взять ноту. Это просто потрясающий, уникальный случай был. И повезло тем счастливчикам, которые услышали это вживую. У меня вот просто мурашки по коже, когда я слышу это на записи. Ну, спасибо, что регистр. запись есть, и мы можем вообще наслаждаться, Да. потому что я не слышала таких исполнителей мужских, да? Тут важное уточнение. Возможно, они есть. Если не есть, пожалуйста, Пишите, оставьте знакомьте. нам такую информацию, чтобы мы Он еще на этой посмотрели. записи, когда берет эту ноту, он настолько набирает воздуха, это у человека такая мощная диафрагма, он, чтобы выпустить этот звук, там, ну, наверное, пару секунд точно вдыхал воздуха, чтобы набраться вот эту силы вот этой. Эх. А сейчас давайте посмотрим отрывок с кремлевского концерта, где была исполнена песня «Умутал Москвин», где я впервые ее услышала вживую и была потрясена. Bir көргенін ғашық болдым өзіңе еркелеген балдай тәтті сөзіңе қалағанмен баурап алдың жанымды қарай бердім нұрға толы жүзіңе пай-пай шіркін ұмытылмас күн пай-пай шіркін ұмытылмас күн. Еще одним примечательным, ну, лично для меня моментом с этого выступления, не только с песней «Мытыл Москвин», но и со всего концерта, это костюмы. Потрясающие костюмы от Даны Наби,
в которых он выступал, все московские концерты. Они были шикарные. Я их очень люблю. И, кстати, еще костюм от Шакан. Это тоже, да, часть Декорации концерта. просто с костюмами друг друга дополняли. Это было Сочетается настолько здорово. эффектно, ярко и просто умопомрачительно. И как раз на этой песне, на фоне это пылающее сердце, как и у всех Диарс в этом зале, хорошее было исполнение, и публике, я помню, очень понравилось. Да. Звук был качественный. Да, концерт удался. Все как мы любим. Еще один концерт, на котором мы были, это концерт в Казахстане, в Нур-Султан. А именно Арнау, как вы все, наверное, уже догадались, в 2019 году. Там мы услышали эту песню, и хочется заметить такой маленький нюанс, что Димаш исполнял ее не один, а в компании. Помнишь, в какой компании? Да, конечно, маленького мальчика, Очень хорошенького маленького мальчика. который, кстати, на удивление очень хорошо поет. Да, и мы задавались вопросом, это запланированная была акция или все-таки нет? У тебя есть ответ на этот вопрос? Из интервью, которые брали ЕФК у режиссеров концерта, известно, что это был экспромт, но невероятно удачный. Вот. То есть ему Мальчик очень оказался сильно повезло. В нужном месте, в нужное время. Да. И Димаш его заметил. А они знакомы вообще между собой? Ну, Димаш и этот мальчик. Эта Ну, информация мне неизвестна. Не знаю. Знакомы или нет, но... Потому что этот мальчик ведет тоже блог, то Ух ли в ты. Инстаграме, да, я видела записи, где он поет, Мгм. как бы песни Димаша тоже. Очень И удачный если выбор был. если они друг с другом знакомы, он его увидел в зрителях, и он его вытащил, ну, то есть, поэтому так хорошо все и складно получилось. При этом мальчик знал слова, не растерялся, то есть на огромную публику, на целый стадион спеть. Не знаю, у меня бы так точно не получилось. Он богат талантами. Это точно. Мы с вами посмотрели уже несколько отрывков из разных концертов, с разных стран, но это был Евразия. А на самом-то деле география песни «Умы Толмаскын» гораздо шире. Она была исполнена даже на другом континенте, в другом полушарии. В Северной Америке, в Нью-Йорке было исполнение этой песни на замечательном концерте, который, возможно, кто-то видел. Да, я Видела? смотрела прямой эфир, который делали наши дорогие. По Москве было что-то около 4 утра или 3 ночи, я сейчас уже точно не помню. Да, Народ спит, а Диарс смотрят. но было, конечно, очень здорово. Всегда смотреть концерты в прямом эфире, когда у тебя нет возможности быть там лично. Это отдельный вид, скажем так, опыта, отдельные эмоции, отдельные ощущения. Спасибо большое тем, кто снимает для остальных. Это очень круто.
Bye-bye. Şarkın umutulmaz gün. Bye bye. Şarkın I love you, my dear. Body need singing one more time, yes? You can do it. You can do it. I'm so Thank you very much. See you later. Да, хорошо, что концерт проходил ночью, то есть ты спокойно могла сидеть и смотреть, вкушать каждую нотку, каждое движение. А вот когда днем происходит, все дела встают, вообще ты пропадаешь, тебя незаметно. Ну и напоследок, наверное, мы хотим пожелать песне «Умутулмаз күн» и Димашу продолжать свое увлекательное путешествие по всему миру. И чтобы как можно больше людей ее услышали. Ведь она на самом деле очень прекрасна, и ознакомьтесь с переводом. А как вы думаете, в этом году, в мае, на фестивале в Японии джазовом будет исполнена эта песня? Большой вопрос. Время покажет. Но мы очень хотели бы, чтобы да. Да, чтобы это исполнили. случилось. Будем надеяться смотреть. Так что не пропустите в мае. Все в Японию. Все, теперь у нас домашняя уютная атмосфера. Атмосфера, да. И мы можем начинать, я полагаю. Я не сдвинула стол? Про коленки свои думаю, не про стол. Это была нога. Стопа. Весь Сингер я, наверное, посмотрела в один день. То есть, когда я узнала о Димаше, Сингер уже давно закончился. Вот. И я залпом, на самом деле, дня за 3 пересмотрела в Ютубе вообще все, что смогла найти. И Сингер, естественно, я просто посмотрела залпом в один заход. А тебе плохо от передоза Сингера не было в один день посмотреть Димаша? Не, я вообще, на самом деле, личность увлекающаяся. Если мне что-то не заинтересует, со мной происходит именно так. Вот. Не дай бог, я нашла вечером интересную книгу, я не засну, пока я ее не дочитаю. Скоро Лена будет в кадре вот так сидеть. На свечках. Свистковый регистр просто был продемонстрирован жителям Алматы в чистейшем Звучание. Хорошо. Нет, подожди. Ну, вот без Я этой забыла концовки только первые 2 предложения, то, что сказала. И там видно, да, этот момент, когда у него не совсем получилось, наверное, с первого раза то, что Ну он да. хотел исполнить, и потом, разозлившись, так, ох, сейчас я вам Даже покажу. голова у него, когда он ее берет, у него голова даже в сторону уходит. То есть выключите ранеток, у нас аллергия. Ранетки? Мы сейчас Димаша включим вам. Мы сейчас батл устроим. Давайте. Через колонку причем. Я, кажется, знаю, кто это поет. А котик мой, кофе, нет, кофе мой. Но он такой, есть певец, он такой. Я просто не знаю. Вот, музыка мой, но... Вот я знаю. Я не помню, как ее зовут. Но я слышала эту песню. Раз, два, три. А сейчас мы посмотрим отрывок из китайской церемонии награждения Asian, извините, пожалуйста. Еще раз. Asian, Азия, золото, Melody. Китайской церемонии награждения. Asian Golden Melody. Вот слово легко ведь запомнить. Asian Golden Melody Awards. Вроде. Давайте посмотрим. А у нас есть запись с Кремля? Ну, да, что? Поговорили неплохо. Да.
И она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я просто кайфовала, наверное, от этого. И после этого концерта я начала поиски, активные поиски. При том, что я даже не знала, как она называется. А поиски чего ты начала? Этой песни! Как ты хочешь. Давай. Я только, ну... Мы сделаем Да, это. мы сделаем. 3, 2, 1, поехали. Икибас! Итадакимас! Ну это другое было, но можно. Простите, что?